В этом видео поговорим о том, как мануальными техниками добраться до тех структур, которые с поверхности недоступны. Обычно вот у нас принято выполнять массажные техники в стиле шведского, русского массажа. При этом хорошо прорабатывается как мускулатура, сухожилия, можно добраться до некоторых суставов, но больше все-таки это растирание, поглаживание, то есть техники, которые позволяют поработать с принимающим массаж с поверхности. А вот глубокие структуры, к сожалению, или, возможно, так и задумано, прорабатываются в меньшей степени. Но проработка глубоких структур важна, поскольку кроме двигательной активности, глубокие мышцы также отвечают и за сигнальные функции, то есть они говорят, как расположено в пространстве наше тело, насколько сокращены или удлинены мышцы, в том числе и даже не связанные напрямую с самой этой мышцей. К примеру, квадратная мышца живота, она больше сигнальная, нежели чем выполняет функцию как мышца. Пройдемся по некоторым техникам, которые позволят проработать внутренние наши структуры. Для того, чтобы это продемонстрировать, я пригласил модель Лерочку, и мы с ней покажем сейчас несколько вариантов работы с теми структурами, которые расположены глубже, чем на поверхности. То есть те структуры, которые невозможно проработать руками напрямую, а можно проработать только в динамическом варианте. Лерочка, будь добра, ляг, пожалуйста, на животик. Вот в такой позе расскажу, как поработать с квадратной мышцей поясницы. Она по классификации относится к животу, но расположена вот здесь вот на пояснице. Это больше сигнальная мышца, как я уже говорил в начале видео, и добраться до нее достаточно затруднительно. Но хотелось бы ее проработать, поскольку она отвечает у нас за, кроме, соответственно, наклонов, она отвечает у нас за сообщение сигналов в мозг о расположении нашего скелета. Как же можно было бы поработать динамической техникой? Мы можем задать вот такое вот движение, и оно больше такое диагностирующее. То есть мы сейчас вот не массируем принимающего, хотя мы можем на самом деле прорабатывать вот правой рукой бицепс бедра, но тем не менее это такой диагностический проход, когда мы выясняем амплитуду, которая присуща конкретному пациенту или клиенту, его частотные характеристики, вот конкретно, исходя из размеров тела, исходя из массы, вот мы находим внутреннюю, такую частоту, когда нам фактически не требуется выполнять какое-либо массажное движение, мы выполняем толчок, а обратно движение происходит естественным образом. И вот здесь я предлагаю обратить внимание на позвоночник, он выполняет движения такие качательные. Продолжая двигаться вот таким образом, что мы делаем? Мы фиксируем второй рукой участок позвоночника. По сути, мы придавливаем поперечные отростки позвоночника. И этим самым мы прорабатываем мышцы вокруг позвоночника. Они находятся глубоко, добраться тоже до них сложно. Они вроде бы являются иннервируемые от коры головного мозга, на самом деле работу они выполняют полувегетативную. И этим особенно важно добираться до них на массажах. Вот обратите внимание, я фиксирую позвоночник, и ниже моего пальца большого позвоночник шевелится, а выше я его фиксирую. И вот так вот мы проходимся вдоль позвоночника всего. Чего мы добиваемся? Мы добиваемся проработки глубоких мышц паравертебральных. Параллельно находим какие-то функциональные блоки, наблюдаем их, и впоследствии их можно проработать уже трастовыми техниками. Это же можно выполнять вот так вот кистью. Вот такой вариант проработки
динамической проработки позвоночника. Ну вот еще одна из вариаций проработки, динамической проработки, да, квадратной мышцы поясницы. То есть мы можем вот такими вот движениями, они, в общем-то, во всех видах массажа есть, но вот в такой позе мы можем очень активно и проработать ее. Иногда это называют такой пассивной йогой. Ну, вот, обратите внимание, квадратная мышца крепится между нижними ребрами и тазом. Таким вот образом, динамически мы можем очень хорошенечко ее проработать, потянуть. При этом, понятно, прорабатываются мышцы спины, мышцы живота, но ту мышцу, до которой фактически сверху не добраться, мы можем активно потянуть. Здесь можно просто без текста покажу такое движение. Вот, чтобы было хорошо видно вот это вот растяжение, смотри. Видишь, кожа как хорошо тянется. Вот в такой вот позе на боку мы можем также отработать те мышцы, до которых руками с поверхности не добраться. Ну, какие мышцы к ним относятся? Это межреберные мышцы, мышцы, поднимающие ребра, зубчатые мышцы, на самом деле и на спине верхние зубчатые мышцы, и на груди зубчатые мышцы. И еще есть мышцы, которые внутри находятся, поперечные мышцы груди. Как же мы до них добираемся? Вот примерно таким вот образом. Значит, у нас принимающий дает нам руку, и мы вот здесь вот можем совершать вот такие вот ротационные движения. На самом деле ротационные в каком смысле? Мы можем ротировать их как по кругу, можем выписывать какие-то восьмерки здесь. В общем, здесь мы сейчас рассматриваем не саму технику, да, а принцип, подходы, что в обычной массаже, если мы работаем с поверхностями фактически, то здесь мы прорабатываем именно структуры, которые расположены внутри, за поверхностью. Межреберные мышцы просто так не проработаешь. А вот таким образом мы можем проработать в том числе, например, подлопаточная мышца. Каким образом до нее добраться? Ну, фактически сложновато, разве что забираться под лопатку. Здесь мы вот прорабатываем все. Движение может быть очень активным, ну, зависит от принимающего. Кроме того, можем сделать тракцию и вот таким вот образом также поработать динамически грудные мышцы. Вот, поскольку они у девушек часто сокращены, в обычных массажах такой динамики, ну, насколько я обращаю внимание, не достигается. Ну, повторюсь еще раз, вот такое вот ротационное движение, принцип такой. Можно применить вариацию, вот поработать со стороны головы. Какая здесь техника? Мы можем взяться здесь вот за мечевидный отросток, ну, чуть повыше, за грудину, и придать такое вот, тоже можно сказать, ротационное движение. Ну, здесь каждый выбирает траекторию, исходя из своих предпочтений, предпочтений принимающего. Вот таким вот образом мы задаем, соответственно, движение, амплитуду и прорабатываем всю грудную клетку очень активно. Правой рукой при этом мы можем передвигаться. Таким вот образом прорабатывается полностью фактически вся грудная клетка. Межреберные мышцы, повторюсь, мышцы дельты, добираться можно до них правой рукой. Вот очень такая экологичная техника. И как вариация, да, вот если у тебя рука сползает. Вот еще одна подвариация. И в другую сторону. Не сопротивляйся, отдайся, отдайся. Да, да, да.
В большинстве массажей, как правило, зона между грудино-ключичной и сосцевидными является, ну что ли, не запретной, а больше нежелательной, то есть ее обходят, как правило, стороной. Но мышцы вокруг подъязычной кости, они очень важны нашему организму, поскольку это и формирование речи, это и дыхание, это и поза нашей головы. То есть во многом эти мышцы сигнальные. И напомнить им об их существовании немаловажно. Как же мы можем их проработать, если эта зона является, скажем так, защищаемой? Вот таким вот примерным образом можно взять принимающего за голову и совершить вот такие вот ротационные движения. Здесь каждый выбирает траекторию по своему усмотрению и по, в общем-то, тому, что он хочет проработать. Здесь важно понимать, что как и принимающий, так и руки мануала должны быть расслаблены, движения должны быть очень естественными. Я вот никуда не давлю, здесь просто правой рукой придерживаю подбородок и в противоположную сторону. И в другую сторону. Да, отлично. Так. И вариация. Здесь вот важно, чтобы мою кисть было видно, потому что я вот ее вращаю. Кроме того, к мышцам, которые невозможно проработать с поверхности, например, относится так называемая повздошно-поясничная мышца. Проработать с поверхности ее практически невозможно, но эта мышца очень важная и очень крупная, и функции ее довольно-таки богатые для нашего организма, и часто организм эту мышцу не использует. То есть, например, при сгибании туловища, при поднимании туловища или при подъеме ноги, да, сгибании ноги, мы больше пользуемся одной из головок квадрицепса, а вообще-то в сгибании также должна участвовать повздошно-поясничная мышца. И желательно напомнить организму, что ей нужно функционировать. А сверху это невозможно сделать, поэтому можно применить следующую динамическую технику. Выглядит она так примерно. В данном случае мы фактически берем на себя функцию, да, пассивной йога-терапии. Что мы делаем? Вот в такой позе колено наше находится на крестце принимающего, и мы выполняем вот такие вот движения. По сути, это сгибание. И вот, соответственно, такое вот отведение бедра. Аккуратненько проходим. И добавляем еще динамику вот примерно таким вот образом. То есть мы за напрягатель широкой фасции бедра, фактически, да, на противоположной ноге, даем такую динамику. Лерочка, большое тебе спасибо за участие. Подписчикам, хороших мастеров, которые знают техники как классического массажа, так и динамического массажа. И жду ваших откликов. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И до новых встреч!